Дорогие друзья, подписчики, гости канала, я вас всех приветствую. Давайте сегодня сделаем такой интересный расклад. О чем хотят вообще поведать вам карты сегодня? О чем хотят поведать вам карты сегодня? Также вы можете мысленно сформулировать интересующий вас вопрос. Ну и можно сделать так, чтобы, не задавая вопроса, карты тогда сами определяют, какая информация для вас наиболее актуальна в данный момент. Итак, колоду мы тщательно перетасуем и посмотрим, о чем же вам хотят поведать карты. Карта 1. Данный расклад у нас делается по манере кельтского креста. То есть мы посмотрим обо всех событиях, то, что нам хотят рассказать карты в настоящий момент. Скажите, карты, какая информация для нас сегодня наиболее актуальна? И выложим еще 4 карты. Который покажет нам ситуацию на данный момент непосредственно у вопрошающего, то есть у вас. Итак, смотрим. Карты пока отложим, оставшиеся, и будем смотреть. Вот эти 2 карты у нас покажут текущую ситуацию, то, что происходит с вами в настоящий момент, и уточним ситуацию, что мешает или наоборот помогает вопрошающему проживать текущую ситуацию. И вы видите, у нас выпала карта Дурак и карта Семерка жезлов. Семерка жезлов. В настоящий момент по карте Дурак можно сказать, что ситуация на данный момент говорит о вашей спонтанности, открытости, способности действовать, невзирая на обстоятельства и не считаясь с авторитетами, не ограничивая себя правилами и рамками. Оригинальность, легкомыслие, чудачество, желание выпустить на волю своего внутреннего ребенка. И данная карта подкрепляется семерочкой жезлов. Семерочкой жезлов говорит о том, что в настоящий момент необходимость быть мужественным и внимательным, чтобы стойко отражать критику и всевозможные нападки. Иногда требуется действовать решительно, и иногда приходится прибегать к помощи дипломатии. В основе данной ситуации, которая у вас на данный момент, королева мечей. Королева мечей. И корень данной ситуации здесь у нас женщина, наделенная свойствами воздуха. То есть в основном это черты характера воздушных знаков зодиака. Говорит о остром уме, склонности к интригам, логике, ясности, стратегическое мышление. Это у нас в основе ситуации. То есть ваше бессознательное. Корень проблемы. Идем дальше. Следующая карта. В позиции номер 4. Семерка кубков выпала. Семерка кубков. Очень интересно. То есть какие события прошлого были, которые привели к возникновению той ситуации, которая присутствует сейчас. То есть раньше у вас присутствовало опьянение эмоциями. Опьянение эмоциями. Также, если смотреть расклады на работу, у вас присутствовал азарт.
Также данная карта указывает на неспособность увидеть ситуацию ясно из-за того, что чувства и воображение сбивали с толку и затуманивали ваше сознание. Ваше сознание. Также вопрошающий, то есть вы видите себя в будущем. Чего вы ожидаете? Посмотрите. У вас достаточно серьезные перспективы в ваших планах, в ваших мыслях. Это туз пентаклей. Свое будущее по тузу пентаклей вы видите достаточно удачных процессах, делах, особенно финансовых. Ловите свой шанс. То есть достаточно радужные у вас перспективы в ваших планах. Теперь посмотрим, что же в действительности произойдет с вами в скором будущем. Ну, смотрим будущее на 2-3 недели. На 2-3 недели. И у нас выпал рыцарь жезлов. По рыцарю жезлов в перспективе 2-3 недели у вас возможно путешествие, отъезд, ну или отсутствие вас. То есть возможен также энтузиазм в отношении социальных целей, нетерпение, желание пришпорить коня, как вы видите, да? Ну и возможно, в общем-то, путешествие, отъезд или отсутствие вас. Я думаю, на работе. Идем дальше. Какие же у вас страхи и опасения? Какие же у вас страхи и опасения? Ну, здесь у нас выпал повешенный. То есть вы боитесь вынужденной остановки, невозможности действовать по привычному сценарию, либо ждете какого-то наказания за прошлые ошибки, провал, необходимость осмыслить свои промахи и неверные шаги. Смотрим следующую карту в позиции номер 8. Ваши мысли, чувства людей, которые имеют отношение к проблеме вашей, о самом человеке, то есть о вас, и о его ситуации. Данная карта показывает, есть ли поддержка со стороны окружения вашего. Ну и здесь у нас идет троечка пентаклей. Достаточно положительное значение. Тройка пентаклей говорит, что, в общем-то, это карта успешных начинаний, первый уровень профессионализма, хороший фундамент для будущих свершений как в личной сфере, так и в деловой. Итак, смотрим карту в позиции номер 9. У нас выпала четверка пентаклей, либо ее еще называют четверка динариев. Говорит о ваших истинных желаниях клиента. Ну, здесь вот изображение говорит само за себя. То есть его стремления, которые воздействуют на ваше будущее. Ваши истинные желания – это устойчивое, безопасное положение, стабильность и предсказуемость. Предупреждение в данная карта несет о риске погрязнуть в рутине. Обратите внимание, человек на карте изображен, он стоит на 2 пентаклях, держит в руках пентакль крепко и сверху также держит, на нем имеется пентакль. То есть вот видите, да, в общем-то, довольно стабильное положение, но риск имеется погрязнуть в рутине. И смотрим последнюю карту. Паж мечей у нас выпадает. Паж мечей. Паж мечей говорит о дальнейших перспективах, будущих на ближайшие, возьмем 1,5-2 месяца. По пажу мечей в будущем у вас будет возможность взглянуть на ситуацию под другим углом и узнать какую-то новую информацию. В ситуативном отношении карта говорит о грядущих переменах,
переменах вам необходимо будет принимать быстрые и ответственные решения. Также карта советует вам на ближайшие 1,5-2 месяца, в общем-то, критика для развития полезнее, чем комплименты. То есть вам может казаться, что вас недооценивают, пытаются принизить или загнать в угол, но если вы сумеете посмотреть на суть замечаний без лишних эмоций, то увидите для себя возможность что-то изменить, чему-то научиться, поставить себе новую планку. И чем внимательнее и самокритичнее вы прислушаетесь к тому, что вам говорят, пусть даже это будет в пылу какой-то ссоры, либо с желанием обидеть, даже может быть такие ситуации, тем больше вы сумеете для себя извлечь. То есть даже предвзятые критики способны нас подхлестнуть к продвижению каких-то ситуаций. Имеет смысл проиграть бой, чтобы потом выиграть войну. Также данная карта Паж мечей часто является описанием конкретного человека. Возможно, это будет какой-то юный человек, либо парень, либо девушка, либо это будет ваш избранник, либо ваш союзник, от которого вы неожиданно для себя получите поддержку в конфликтной ситуации. Девиз данной карты – сохраняя спокойствие в шторм. Счастливая звезда подскажет путь к новым берегам. Итак, сегодня мы с вами посмотрели, сделали расклад на классическом таро Артура Уэйта. Сформулировали интересующий вас вопрос, посмотрели события, совет карт, которые, возможно, вас ожидают в перспективе. И подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарии и до новых встреч!